Здравствуйте, подписчики и гости нашего канала. Хотел записать такое видео про маску. Может, кому-то эта информация полезная будет. Потому что, когда я еще не купил ее, я по интернету смотрел, какая лучше, какая хуже. Вот. Всякую информацию. Ну, выбрал М3. Вот такую маску, где она есть. Вот такой номер не видно. 7502. Это М-ка. Есть S-ка, есть Small, Medium и Large. X-Large не знаю, есть или нету. Вот. Посмотрел по интернету, пока еще не купил ее. Информации очень мало. То, что люди снимают, когда сама фирма снимает, там только реклама, там ничего не показывается, вообще ничего. То, что сами люди снимают, там тоже информации мало. Информации мало касаемо фильтров. Я в этом видео покажу. Этот респиратор у меня, ну, маска, респиратор, кто как называет. Я пользуюсь уже больше года. Вот, покажу, как меняю фильтры, как мою я его, все в нем. Ну, чистка и мойка, так скажем. Мою я его приблизительно, ну, где-то раз в полгода. Вот это все полностью разбираю, все мою. Фильтры меняю. Я работаю на силиконе, ну, вернее, не на силиконе, рядом с силиконом распыляют очень сильно. Я раньше без маски работал, вот, но потом силикон, вот это, после года работы, я уже чувствую, что задыхаться стал, поэтому приобрел маску. Там, получается, силиконом распыляют около меня. А оно такая гадость, что оно с легких оно не вытаскивается никак. Когда я его купил, я ж тоже не знамши сколько чего, купил фильтры. Фильтры сюда подходят 60-51. И купил этот самый, как он называется, на фильтры ложится типа ваты. Я не помню, как она называется. Белая такая. Но она дорогущая. Очень. Фильтры там стоят, сейчас вам скажу, $17. А вот эта самая, ну, скажем, вата, или как она называется, я не знаю. Она стоит $4. Фильтры я меняю раз в полгода. А вот эту вату меняю каждую неделю, раз в неделю. Ну, раньше я раз в неделю, а бывает, что когда работы мало, и раз в 2 недели. Ну, это зависит, кто на какой работе будет работать, кто как применяет, кто... Я по 8 часов работаю, 8 часов он на мне. Естественно, чем чаще, тем быстрее меняется. Что мне не понравилось в нем? Ну, во-первых, ну, это то, что маска большая, конечно, сама. Мне бы S-ку, потому что я заказывал через интернет, там не померяешь ничего. Но я среднюю взял, но она немножко большая. Ремни, конечно, регулируются, но сильно затянешь, возле носа, получаются щели, открываются. Если слабо затянешь, она немножко вниз спадает. Второе, вот здесь, в середине, я наклеиваю это самое. Я покупаю одноразовые эти маски, что на веревочках. Оттуда вырезаю, вот сюда приклеиваю. Потому что и сюда вставляю вату. Потому что когда выдыхаю,
силикон успевает зайти в эту дырку и сюда тоже. Поэтому вата хоть немножко его замедляет. Вернее, вата немного препятствует прохождению в маску саму. Ну, в принципе, и все. Вот это единственный минус. Что получается, когда при выдохе там слабенькая резина, она не успевает закрываться, и не так, как на обыкновенных респираторах, что туда точно ничего не пройдет. Ну и все. А теперь я буду сейчас показывать, как сначала разбираю, потом мою, потом вот эти фильтры, не сами вот эти фильтры, а вот эти накладки, как я их делаю, потому что то же самое в интернете никто ничего не показывал. Я в одном ролике увидел, я делаю немного по-другому, по-своему. Для чистки респиратора, для мойки, для чистки у меня есть вот такая штучка, детская присыпка. Но это чисто я так делаю. Кому-то подойдет, кому-то не захочет. Вот такая штучка у меня, распылитель. Здесь находится, хотите спирт, хотите одеколон. Но я использую Колония, это турецкий одеколон, он лимоном пахнет. Если, допустим, спирт, он вонючий, я не воспринимаю спирты. А это, или взять одеколон, он тоже, кому-то нравится запах, кому-то нет. А это я мажу в середине, это здесь все мажу, это служит, я мажу для того, чтобы бактерий не было в маске. Тряпочка, на тряпочку я набрызгаю, но это я потом все покажу, и протираю тут все. Дальше. Вот такой вырезал этот самый шаблон. Это шаблон, чтобы вот эти, как называется вот это, ёлки-моталки. На фильтр вот эту вату накладывать по шаблону. И щетка обыкновенная, чтоб мыть этот самый маску. Дальше вата, этот самый маски одноразовые и степлер. Сейчас все по порядку буду показывать, как что я делаю. Берем, сначала открываем маску. Здесь держим, эту вниз тянем. Провернули, открыли. Здесь вот эти прорези, они разного размера. И тут на маске разного размера. Просто соединяем и соединяем. То же самое здесь, только в другую сторону. Прижали. Раз, и все, вышло. Так. Теперь, вот здесь, где само посередине, тут как защелка идет. Нажимаем на нее, щелчок, и все, оно свободно выходит. Дальше. Теперь с резинки вытаскиваем вот эту саму пластмасску. Это отлаживаем. Вот эту пластмасску тоже хотите моете, хотите не моете. Это каждому свое. Вот она, вата моя тут осталась. То, что с этой стороны было. Эту самую тоже пластмасску. Хотите моете, хотите моете. А вот это я обязательно мою, чтобы съесть всякие бактерии. Потом и бактерии, и вот здесь по краям оно все черное становится со временем. А
щеточкой беру, щеточкой и ферри. Раз-раз, и оно все уходит. Так, дальше переходим в ванную. Перешли в ванную. Набрал я теплую водичку, положил маску, она у меня немножко полежала. Берем моющее средство. И просто моем. Ну, легко отмывается вот эта вся грязь. Вся грязь, вся вот эти, как они, бактерии, вот эти все отмывается. Все чистенькое становится. Я тут вам промотаю немножко, чтобы не задерживать, пока я тут чищу. Тут помыли, теперь с этой стороны то же самое. Хорошо, потому что тут все лицо потеет в этом, в маске в этой. Там прям течет с лица все. Пот. Хоть зимой, хоть летом, все равно все лицо мокрое. Оп. Вот, как новенькая, где она тут? Как новенькая. Еще раз прошелся. Тут тоже, конечно, где борода, тоже плохо отмывается. Потому что въедается в этот, что она резина или силикон. На сайте написано силикон, ну, для меня это резина. Кто как хочет, так и называет. Все. Теперь промыли. Дальше ложим эту маску. Либо я протираю полотенцем, либо, я знаю, там на батарею или просто ложить, чтобы высохла. Вот какая чистенькая. Ну, тут немножко осталось, но тем не менее. Переходим дальше. Пока маска сохнет, я фильтры поделаю. Вот тут легко так открывается. Один, второй. Вот. Делаю вот эти штуки. Это для чего эти штуки нужны? Чтобы быстро фильтр не загрязнялся. Я вот эти штуки ложу. И тогда вот эти штуки я раз в полгода меняю. Я, наверное, уже говорил. А вот это каждую неделю или каждую 2 недели. Берем маски одноразовые. Четыре штучки. Так, берем ножницы, отрезаем вот эти веревочки. Теперь по шаблону вырезаем с каждой этой, разворачиваем и вырезаем по шаблону эти самые, вернее, обводим и вырезаем. Шаблон этот накладываем, чтобы оно четко было по вот этому, по краю. А когда вырезаем вот эти штучки, чтобы, я знаю, это сколько там, сантиметр или полсантиметра, отступать от вот этого, где мы наметили. Потому что мы будем один на один накладывать и степлером, где мы наметили, соединять.
Ну, сейчас я дальше, в принципе, покажу. Берем степлер и вот это ж по краям соединяем. Я соединяю с одной стороны 3, с другой 3 и тут по 2. Много тут, даже не по 2, по одному. Много тут и не надо даже. Соединяю я с одной стороны 3, а с другой стороны только 2. Получается, вот здесь последний я не ставлю, ну не соединяю, потому что сюда я вату буду напихивать. Так же самое и этот. Потом я покажу, как я сделаю. Берем просто вату и сюда напихиваем. Потому что если без ваты, оно совсем тоненькое, оно быстро будет пропускать. А вата будет задерживать. Что силикон, что краску, где вы там будете, смотря где, куда маску эту будете применять. Хоть даже, я знаю, там пыль какую-нибудь. То же самое задерживает вата. Вата дешевая, что там, раз поменял, да и все. Вот на вот эту, вернее, на вот эту штуку у меня уходит по времени, ну, чтобы никуда не отвлекаться, ну, я не знаю, ну, может, где-то полчаса работы. Где-то так, может, чуть меньше. Вот, понабивали, чтобы не сильно оно выпуклое было и не сильно мало. Все, теперь просто закрыли ее, все, вот она, подушечка. Все, маска высохла. Теперь беру колонию, напшикаю немного и протираю снаружи, внутри. Когда я вот эти штуки меняю раз в неделю, я его полностью не разбираю. Я вместе с фильтрами попротираю. Вот, попротирал. Теперь беру присыпку детскую и просто с вот этих сторон, чтобы меньше раздражения было на лице. Ну, это кто как хочет. Оно более сушит лицо, чтобы не такое влажное было. И вот так все полностью обмазываю. Все, пообмазывал. Теперь собираю в обратном порядке. Вот эту штуку вставляю. Одну, вторую. Вот она вставил. Теперь вот эту саму, которую на голову крепить. Здесь пазы, в пазы вставляю и захлопаю. Оно немного плохо заходит. В пазы из-за резины оно плохо попадает. Вот не попало, не захлопнулось. Потому что хороший такой щелчок должен быть. О, все, теперь зашло. Дальше беру эти самые фильтра, вот эту штуку ложу сверху, и вот это вместе с ней в комплект идет, просто закрываю. Прижимаю, чтобы оно нигде дырки не было. Потому что смысл его делать, если там где-то дырка будет. И вторую то же самое. Все, закрыл. И то же самое сюда вставляю
Смотрю, тут есть от маленького до большого, и тут от маленького до большого. Попал. И аккуратно, оп. То же самое эту. Так, где она тут? Попал. И аккуратно. Оба. И все. Вот и вся чистка. Вся мойка. Да, и это самое. Сюда вату вставляю немного. Может кому-то и не надо. Ну, я вставляю. Вставил сюда вату. Немножко расправил. Потому что бывает, когда при выдыхании тяжело выдыхается, сильно вата. Или много ваты, или сильно глубоко она. Раз попробовал, одел, попробовал, расправил. То же самое и сюда. Сюда. Сильно много тоже ваты не ложите, потому что тяжело тогда вдыхать. Воздух плохо заходит. Все. Спасибо за внимание.